Друзья, всем привет! Это Bad Boom Team. Вместо того, чтобы делать влоги на Риаде, мы подготовили для вас новый формат освещения. После каждого матча у нас было флеш-интервью, и мы подготовили небольшой фильм о подготовке в конце сезона. Интервью ребят были записаны на Dream League, часть из них на Валахии или после нее. Приятного просмотра. GG called. Kind of an anticlimactic ending for BetBoom there as Paravision 27-4. Well, I mean, BetBoom definitely showing some weaknesses, of course, but Aurora thriving when they can get this type of snowball play. I mean, Kitaka unfazed. Да давай, Милин, я сейчас покажу, я сейчас развалю, я сейчас докажу. Не можно, а нужно реально зацепиться. Понимаете, что это каждый раз был кол одного человека? Ну там жестко было. BetBoom having a rough day today, and of course with this format, that's them out. They're going home. Aurora's moving on for. More towers, and GG is called. Liquid pull it back from the brink in game number 2. We note on him, GG is called. Team Falcons will take the series 2-1 against BetBoom Team. Ребята из BetBoom не особо стабильные. Что вот с этими парнями сегодня было, я не знаю. Вот мы каждый раз говорим, что что-то их вынесли. Но сегодня у них вообще это не получалось. Айром, если честно, 2-0 в паре виду. В последнее время результаты плохие, потому что когда-то из-за усталости, когда-то из-за лени, когда-то из-за плохой личной подготовки или командной. То есть всегда разные можно найти, можно сказать, отговорки или причины. Ну, как мы видим, мы можем набирать нашу форму. То есть мы это видим по нашим выигранным турнирам, по Бласту, по Фиссуре, по Бангкоку турнир. Мы должны были его выигрывать, там не повезло, просто сделали ошибок. Я думаю, мы вернем еще нашу сильнейшую форму. Надеюсь, это будет к ряду, как раз таки один из важных турниров, Кенту. Замены каждые полтора месяца на дистанции, конечно же, влияет, но я считаю, что если ты хорошая команда, то одна замена глобально на игру команды сильно влиять не должна. И мы стараемся подбирать игроков, которые входят в понимание нашей игры, скажем, чтобы как раз-таки нам не приходилось очень сильно перестраивать свою игру. Against BetBoom, who's also playing in with the stand-in of Kiritich for this series, the two teams that do not have their full rosters for this event, so I'm curious to see how that plays out with both these teams. Вы как бы играете турнир со стендином, когда вы его завершаете, то есть это может быть там и на последнем месте, или на первом месте, без разницы. Но это все равно вы не сделали это целой командой, то есть вы никак в общем, вот, как сказать, вы импрувнулись тем, что заняли какое-то место, но без того человека, которого нет. А вы как бы сезон-то играете все вместе, то есть тот человек не импрувится из-за того, что он дома сидит. Шанс успешно выступать, безусловно, есть. С заменами просто нужно очень много ресурсов, времени инвестировать в тренировочный процесс и как бы в свою игру для того, чтобы одна замена была не сильно критичной. Дремлигу с стендином мы провели, потому что Ваня захотел отдохнуть из-за того, что много турниров было в последнее время. Он подустал и потерял вообще какую-то мотивацию даже играть где-то эти матчи, потому что они бесконечны. То есть этот турнир, через неделю следующий турнир, бесконечные официальные матчи, которые теряют вообще свой смысл. Иметь состав из 8 человек с возможностью свапать игроков, думаю, клевая идея, и это было бы эффективно, это бы добавило больше зрелищности даже на турнирах, если бы у всех команд была такая опция, потому что это сильно бы влияло на пул, на подготовку команд друг к другу, ну и в целом на возможность команд чем-то удивлять, флексить как-то стратегии. Тебе просто придется больше тренироваться, кто-то будет брать какой-то перерыв, а кто-то будет тренироваться, и вот так вы будете меняться. То есть прикольно было бы, знаешь, как ты выходишь, типа тренер против тренера выходят, драфтят просто 1 на 1, а потом они решают, кто будет играть. Да, естественно. Естественно было. Change позиции такой. Ты нижнюю выше, Вот так именно. Танек вначале не показывал. Так. Да, хуйню показывает. Это азиаты так сетечко показывают. А там не надо вот это показывать, очко не надо показывать. Ты вот это очко скрываешь и вот. Нет, вот смотри, вот. То есть ты вот так. Пальцы большие, блядь. Вот. Вот так. Я не собираюсь это было сделать. Представь, как просто речка выглядит. Вот. Куимбак. Я не эксперт взаимоотношений людей, и я не могу судить,
что конкретно в деталях происходит в команде, но каждый буткемп по-своему уникален. Лучше уже, конечно, для меня это приехать уже на сам турнир и на самом турнире развиваться. Но, тем не менее, очень много на самом турнире решается в подготовке, так что будем стараться подготовиться хорошо. Сейчас конкретно, если брать на 2 июня, то атмосфера у нас где-то, я бы сказал, на 6-7. Дисциплина на 6 тоже, пожалуй. Настрой на 10. Глобально особенной какой-то подготовки нет ни к одному из турниров. Я думаю, что сейчас такое большое количество турниров, что ты просто уже привыкаешь к этому настолько, что тяжело выделять особенный турнир. Ну, плохие результаты влияют, наверное, как и на все команды. Просто неоправданные ожидания. У всех абсолютно всегда завышенные ожидания в том, какой должен быть ауткам турнира. Все уже заходят на турнир, думая, что они уже победители. Хотя, судя по игре, мы совсем не заслуживаем победить. На некоторых турнирах даже зайти в топ-4 не заслуживаем. А ожидания у нас уже, типа, что ну вот мы должны приехать уже в гранд-финал, типа, дойти. Вот из-за этого, из-за высоких ожиданий и из-за того, что мы в конце получаем, то есть топ-8, например, на Валахии, из-за этого становится всем очень плохо. То есть все в тильт впадают и так далее, но по факту, если посмотреть, открыть реплей, что мы делаем в играх, мы не заслужили никакого даже топ-3. То есть, ну, мы заслужили вот это место, на котором мы и сыграли этот турнир. Пост принял. Ну и я. Ну и ты? Какой ты там 3-й капитан? Короче, мы решили сыграть в Валахию, потому что это был один из турниров, который мы там могли сыграть в полном составе, а в теории там в будущем был турнир типа Китая, который мы думали, что может не сможем сыграть в полном составе, поэтому, например, мы решили. Ну, у нас все равно Таллина нет, конечно, но хотя бы full состав игроков. Да и anyway, на самом деле это никак нам не мешает, типа, к Риаду, в Валахии, там все равно будет дело идти по неделе до Риада. Поэтому мы знали, что успеем типа отдохнуть, там, приехать на буткемп обратно и так далее. Мы и так месяц сидели дома, играли Dream League, потом еще 2 недели ФК, решили приехать, типа, то есть сидеть просто полтора месяца как бы дома впадло. Ситуация в команде вот сейчас на текущий момент, получается, на Валахии достаточно много времени не виделись. Вот. В онлайне мы установили по выводам целого сезона, что там, ну, надо нам играть норму пабов, чтобы набирать индивидуальную форму и держать ее стабильно. И сейчас ребята играют в доту, обсуждают, пока все приехали свежие на турнир, все максимально какие-то продуктивные, ну, то есть никто там не ноет, ничего. Вот, очень приятно в такой атмосфере работать. Она у нас на протяжении вот насыщенного сезона это больше как редкость, вот. Будем надеяться, что вот эта свежесть будет оставаться непосредственно как раз-таки и к буткемпу на Риаде, и, ну, и на самом Риаде тоже. Результаты напрямую влияют на атмосферу в команде, в коллективе. Если ты побеждаешь, то у тебя более позитивная атмосфера, но сейчас мы вот последние турниры отыгрываем, и поражения нас менее пагубно влияют. Мы более можем балансировать как-то вот, в целом справляться с этим. Чтобы улучшить атмосферу в команде, думаю, нужно каждому человеку пойти на уступки каждого. Но не все люди готовы на это. Вот Матюха и Ваняк, вот им, типа, мне кажется, тяжелее всего на уступки пойти в нашей команде. И вот ты вот пошел на уступок, но внутри, типа, знаешь, у тебя такая злость скопилась, и это, возможно, будет скапливаться. Так что я хуй его знает. Ну, с кем проще всего тебе договориться? С Водосами и с Виталичем. Почему, когда нас начали ебать в 3-й игре, сразу все такие миленькие стали, сразу все такие на позитивчике, хорошим войсом начали говорить. А когда мы их ебем без шансов, снесли 3-1 Тауэра, ведем 7000, все, блядь, что-то в негативе. Тут, блядь, никто к нему не подошел, он уже начинает тильте быть, я вообще лап. Кто в тильте? Парни, мы сейчас придем на совсем 3-й игре, пойдем домой. Уже этого хотите или что? Сыграйте вместе, как команда. Подождите своих героев. Когда я чувствую, что от кого-то исходит лишний негатив в игре, в матче, прям в самой игре или после игры, то последнее время я больше склоняюсь к тому, чтобы именно сказать это. Но раньше наоборот.
мог быть или тем же человеком, которому что-то не нравится, или наоборот, если я вижу, что человеку что-то не нравится, он негатив, ну, проигнорить это и идти дальше. Но обычно игнорить такие вещи нет смысла, потому что это только разрастется больше. Просто все между собой общаемся, типа нет такого, что кто-то именно фулл капитан. Кто-то говорит, типа, да, погнали туда, погнали сюда. Но может, когда мы только собрались, это Ванек был, но сейчас, я думаю, уже типа так. Самое сложное в подготовке к большому турниру — это собраться на буткемпе к этому турниру в нормальной командной моральной форме, я полагаю, потому что ты до этого уже сыграл множество менее крупных турниров, и вот когда настал тот самый, тебе нужно начать как сначала, как со своего первого буткемпа, полагаю. Полагаю, это самое трудное. Я думаю, с этой задачей мы не справляемся, но мы стараемся, и, конечно, хорошо, что мы выиграли прошлый турнир. Думаю, это даст нам уверенность. Дисциплина в игре и за ее пределами, очевидно, важна для любого киберспортсмена, спортсмена, неважно. Как и в игре, так и в жизни тебе нужно быть, что ли, собранным, дисциплинированным, если ты хочешь стабильно что-то побеждать, либо стабильно делать какую-то свою работу, и уже потом делать выводы, приводит ли твоя работа к победе тебя или не приводит. Я думаю, что она равнозначна как в игре, так и в жизни. Возможно, ты даже можешь в игре какой-то дисциплины не хватать, но если у тебя будет в жизни, скорее всего, оно будет примерно на одном уровне, соответственно, конечно, важно. Дисциплинарное правило. Да, дисциплинарное правило, просто общий режим. Чтобы мы все вместе делали вещи. Мы живем на буткемпе, соответственно, чтобы мы все вместе вставали в одно время, ели в одно время, чтобы у нас у всех был одинаковый режим. Я думаю, что победа на Валахии точно повлияла на нашу команду и на подготовку к Риаду, соответственно. То есть на каких-то игроков она повлияла, но как бы эта победа повлияла как и в негативную, так и в позитивную сторону. Я думаю, что если брать позитивную сторону, то мы точно стали уверены намного больше наших героев, и, соответственно, мы еще можем больше добавить других героев в наш пул команды. И я думаю, это один из главных факторов, то что у нас вот как раз есть время, чтобы уже то, что мы знаем, что работает, еще доработать и добавить чего-то нового. Выступление на высоком уровне – это определенная психологическая нагрузка. Ощущаешь ли ты ее? Если да, то как ты с ней справляешься? Да, я ощущаю последний год гораздо выше, чем предыдущие, потому что турниров стало гораздо больше и стало больше ответственности. Стараюсь внедрять разные ритуалы, там, типа медитация, там, просто отдых, разгружаюсь, то есть такие вещи. Пока что сильно не смог прям практиковать, это все-таки такие более рутинные вещи, привычки, которые формируются за долгое время, поэтому пока что не сильно сформировались, но смена рода деятельности — это как бы тренажерный зал, то есть любые физические упражнения, дальше это идет просто отдых от доты, не играешь несколько дней или хотя бы день-два, там, когда уже играешь турнир. Вот, тоже надо немножко расслабляться. Если есть бассейн отличная вещь тоже. Качественно восстанавливаться хотя бы, есть стимул и стараюсь это делать. Был очень вымотан, и я не верил, что, не то что не верил, не видел, что если я останусь в том составе, типа, что я буду условно выдавать свой максимум, поэтому я решил взять перерыв в Торе. А поменялась ли твоя роль в команде за 2 года? Как оцениваешь влияние своей роли на общий результат? Поменялось. Менялся и состав, соответственно, ответ очевидный, напрашивался сам собой, и моя роль в команде поменялась. Я стараюсь сделать все необходимое для того, чтобы мы показывали достойный результат на каждом турнире. Не всегда это получается, но все же я делаю выводы, несу эти выводы в команду и думаю какими-то отрезками. Непростые мои какие-то решения, тяжелые или сложные, они все же приводили туда, где мы сейчас есть. И в этом есть также моя заслуга, соответственно. От себя и от состава нашего на Риаде я жду хорошей игры в доту. Думаю, мы, как я уже говорил в предыдущих вопросах, то подготовимся
хорошо, отлично, неважно. Делаем определенную работу, зайдем на этот турнир и будем играть в хорошую доту, стараться победить до самого конца. Себя, если говорить конкретно, я жду более стабильной игры в доту. Я думаю, я и так уже хорошо играю, просто нужно чуть лучше наиграть пул и сыграть на своих героях, уже на которые наиграны, еще больше игр и играть чуть стабильнее. Я думаю, этого будет достаточно для победы на этом турнире. Я могу сказать 3 причины, которые нам помешают выиграть Риад, и сказать, что этих причин не будет. Но они могут нам помешать, но у нас этого не будет. То есть первый, личный скилл нам может помешать, но он нам не может помешать, потому что у нас Норма Паба стоит, соответственно, все будут в хорошей форме. Видит на влоге, как Норма Пабов у Владина отыгрывается. Я типа 5 пабов сыграл, но Норма уже. Ладно, мне 1 паб нужен. Завтра вылет на буткемп. Норму пабов отыгрывать надо. Полностью готов, заряжен. Показывать максимум, стараться. Проходить в топы каждого турнира. Когда ты играл? Просто хуйни очень много было рандомно, и немножко это расстраивает. А так нормально. Типа сейчас идет в Алахе, у нас впереди еще Риад, буткемп, вот там я уже 10-очку буду подгонять потихоньку. Да, чего я ждаю на Риаде Инте от этой темы и от себя. Хорошей игры, может получится стабильно сыграть, занять как можно выше место. Что сказать. Сделаю все для этого. Может пойдет, может нет. У нас обычно slow start, как бы на всех турнирах. Ну слушай, например, Blast мы выиграли, тот первый. Там Бо-1 было, и потом уже плей-офф, типа. Но... Короче, это флор рандом. Да, на Риаде вот этом формате никому не будет легко, типа. Ты играешь там что-то 3 Бо-2, каждый день по одному Бо-2, и потом у тебя все матчи на вылет. Типа сингл элим в плей-оффе, или игры до плей-оффа вот эти. Поэтому формат странный довольно, но никому легко не будет. Тут результат показывает, насколько менеджмент импактит. И, то есть, если стабильно там результата нет, то значит кто-то что-то делает не так. Я помню, на Риаде у нас было то, что я там сказал, что у нас, мы не можем ни с кем сыграть КВ со всеми сильными командами, хотя они мне писали. Я поставил типа слабых ребят, там послабее, чем Liquid, условный Гладиатор на тот момент. Вот. И там мы выиграли у этих слабых ребят, и команда все равно как-то чуть-чуть воспряла, хотя там после группового этапа мы были в лузерах, и вообще было не ок. Если ты хочешь как бы победить турнир, то неважно, это нижняя сетка, это верхняя сетка или это Бо-1 Elimination, то если ты приезжаешь на турнир и ты готов победить, ты выиграешь ее этот турнир с любой стадии. Соответственно, я думаю, мы готовы играть в любой формат. Понимаешь, что играть в эти матчи вообще за плей-офф, это как в швейцарке 3-2. Это же даже фейворит может быть. Чем типа выиграть топ-1, сидеть 5 дней ФК, и потом зайти против тимы, который как раз уже всех разъебал. Чаще всех на себя ответственность берет в самых непростых моментах игры, это Виталий. Нольман, пойм, Данек. Нет скоп у меня. Привет, Егор, у меня форты будет. У меня нулик на него. Теперь могу дать кому-то. Парни, у нас есть пальчик, парни, у меня реф сейчас будет, я буду Егор или он без бая, вот эти сейчас, которые живы, они без бая, я без бая. Парень, нам просто надо ломать своего 3 сайда и идти трон. Да. Да, ломать и 3 сайда и трон. Парень, у меня реф, все, я могу трон сломать с рефом. Нам может помешать дисциплина, которая у нас не самая лучшая, но из-за того, что это серьезный турнир, мы все равно будем серьезно подходить, получается, дисциплина тоже не может помешать. И третье, слушай, если бы что-то говорить, вот третье, что нам может помешать, это вот наш майндсет. Порой мы там играем в какой-то нижней сетке, там вообще сингл рим, да, будет? Мы играем порой бо-3, какой-то важный, и вот мы там можем выиграть первую мапу, вторую проиграть, и в третьей, типа, мы уже сыпемся там на стейдже, в третьей мапе. Типа, нас там сносят без шансов, такое уже было много раз, на самом деле. Как назвать? Менталка? Такое даже было на 2 ESL-ах, и против Liquid в решающей игре на Бангкоке, и против Пари в роли, в третьей мапе тоже, в нижней сетке. Типа менталки или неспособность отойти от обидного луза, знаешь, во второй мапе, когда ты уже понимаешь, что ты 2-0 мог выиграть. Вот это можешь по нам ударить, там по половине тима, может, это бьет, и потом это влияет уже на саму игру. Вот это нам может помешать. Поэтому лучше не проигрывать такие обидные карты. На последнем инте я играл, во-первых, в другой команде. Играл в европейской команде с Тундри со своими ребятами, которые всегда были готовы пойти за мной, за моими колами. То есть мы, возможно, там играли такую более командную доту, чем даже сейчас Bad Boom. Называл Пьюра одним из лучших керри на этом турнире. Вот ты как его тиммейт вообще как оцениваешь форму Ванька?
Ванек заедет. Мне не стыдно отдать ему керри-роль. Тем не менее, в прошлом году я как бы ничего не выиграл. В этом году я выиграл, хоть и да, там кто-то может писать то, что я там не в лучшей форме, но тем не менее турнир это я побеждаю. Если сравнивать себя просто с прошедшим годом и себя нынешнего, то я думаю, я просто начал делать больше вещей для команды каких-то. То есть я стал более серьезным, более ну, из-за того, что, опять же, тоже русскоговорящая команда, легче доносить свои мысли какие-то. И легче доносить какие-то трудные мысли в игре, соответственно. То есть ну, я могу там какие-то вещи в игре говорить, которые потом приведут нас к победе или не приведут, но потом я сделаю выводы, и они все-таки приведут. Точно так же, как я заходил, играя за свои первые команды, играть на турниры, точно так же, ну, с такой же уверенностью я захожу и сейчас играть. И, ну, самое главное, это чтобы, когда лидер говорит, все делали одно, играли как бы кулаком, то есть собирались вместе и делали одно, неважно, что это будет. Самое главное качество. Внутри игры точно Виталин, ну и там уже условно Вейт, ну, там условно мидгейм, Свэшвейт проиграли, ну, больше Ванек, наверное, если у него герой позволяет. Ну, герой, короче, который контролирует темп игры больше всего, ну, это Ванек в основном, 80%. Резко. Хороший ты парень, Ветель, ебаный в рот. Хороший ты парень. Я просыпаю? Ну, во влогах это... Во влогах это какая-то непроверенная информация, на самом деле. На 1 минуту опоздания бан. Так что я не знаю. Штраф $200. На 1 минуту опоздал на завтрак. Надо понимать, в каких влогах, подожди? Не думаю, что я больше всех сплю, потому что я типа опаздываю, например, на сбор в практике, да, с утра, когда все просыпаются. Но я-то опаздываю не потому, что я больше всех спал, а потому что я меньше всех спал, и я еле встал с кровати. Ну и короче, я смотрю, на самом деле я могу вообще не опаздывать ни на один сбор, но как только в теме кто-то начинает опаздывать, мне тоже похуй становится. Ну, типа, я уже тоже в рофл могу опоздать. Ну, я такой майндсет. У меня майндсет по справедливости, типа, знаешь, ну, типа, все должны как бы быть в одних условиях. Всем как бы на это полупохуй, вроде никто не аффектится с этого сильно. Я уже, типа, могу себе тоже позволить в день там опоздать немного. Но это, типа, никак меня не красит с точки зрения профессионала, да, как бы. Но не сказать, что я считаю, что это влияет как-то на результат. Не, я думаю, если это команда, в которой именно выстроена дисциплина, и люди реально этого придерживаются, то это может каких-то людей аффектить. Но в нашей теме, как бы, людям не прям принципиально, мне кажется. У нас не сказать, что именно вот в этой теме как-то там штрафовали сильно за это, что ли. То есть у нас изначально по дисциплине не сказать, что сотка. Ты бы знал, какой у меня был режим на Dream League с дома, которым играли. Я типа что-то там ложился спать там, в 6 вечера, типа там после официалки, а на next день у меня новая официалка там может быть в 9 вечера, блядь, я, короче, спал по ходу дня, ну и топ-2 заняли, короче, не решают. Человека можно программировать. Мы можем программировать своих тиммейтов, чтобы они не полностью сошли с ума. Как? Приговорить людям, чтобы они не сходили с ума и делали адекватные вещи. Делали свой естественный геймплей. То есть, если я не в зоне, то есть шанс. Потому что, ну, на пятерке там можно там нормально играть, короче, даже там где-то не доигрывать, и все равно можно победить, короче. Ну, интересное высказывание от Владислава Семенова. Его мнение, как бы, значит, Владос хочет не доигрывать, получается. Согласен ли ты с его? Ну, я могу сказать лишь то, что сейчас Dota с каждым годом становится все более командной и командной, и важен каждый игрок в команде. То есть, если у тебя какой-то игрок, ну, совсем выпадет в игре, навряд ли тебя это приведет как-то к победе. Так что я считаю то, что вся команда должна играть в доту. Играть в доту, и никто не должен выпадать. Очевидно то, что если какой-то саппорт будет играть идеально в одной игре, то его это может не привести к победе. Если будет какой-то кор, да, условно, пост-2, пост-1, играть идеально, это его может привести к победе. В этом есть доля правды. Но, тем не менее, если ты играешь какие-то равные игры, где ты играешь точно так же против 5 людей, которые играют, ну, на свой максимум, то навряд ли ты победишь, если у тебя кто-то не будет играть, ну, хотя бы в половину своих возможностей.
Я думаю, полный провал на Риаде для нашей команды — это все, что ниже топ-4. На самом деле это полный провал. На абсолютно любой турнир на самом деле. Не только Риад, даже любые Дримлиги или Валахи. Мы можем в один день сыграть очень хорошо, реально как там на 9, на 10, как единый механизм. Можем сыграть очень плохо, типа, тоже относительно рандомно, как карта ляжет. Average, ну, я всегда могу дать по базе, там, знаешь, как бы нейтральную какую-то семерочку. Если 0 это рандом из паба, на 10 это идеал. Не, ну если достигнет 10, конечно, Бэтбум будет не остановить, вот только сможем ли мы этого достичь. Я думаю, достичь десятки типа можно на протяжении там какого-то периода. Там как Фальконы в прошлом сезоне или там Гладиаторы там 2 года назад. Но я не уверен, что наши тимы это, если честно. А десятки стабильно. Семерка стабильная может быть. Ну, каким я вижу свое будущее Bad Team, пока не могу сказать. Возможно, стримером, возможно, отдыхающим игроком после инта. Снова. Не опять основа, да. Ну, и может вообще не вижу. Поживем и увидим, как говорится. Я бы просто хотел после этого сезона прояснить свое видение работы дальнейшее. Вот. Если оно будет совпадать, то я только с радостью буду развиваться и помогать этой организации. Я один из ее создателей, получается, и хочется дальше двигаться в этом направлении, делать только лучше, развиваться и покорять какие-то новые вершины. И мне приятно, когда там Бэтбум там отбирается на мажор, по КС-ке. Это хоть и не касается меня, но мне все равно приятно, это как часть меня. Вот, поэтому, ну, я бы хотел продолжать работать, но, опять же, есть вещи, которые идут против моих каких-то внутренних понятий, это там подход, там, который разделяют люди при работе, это в целом, то есть подход к работе, и, ну, там, если произойдет какая-то несостыковка, то, ну, может, и не вижу даже в следующем сезоне уже, ну, будущего в Bad Boom Team, ну, посмотрим. Каким я вижу свое будущее в Bad Boom Team? Да, может, поиграющий сезон. Свое будущее в Bad Boom Team я вижу, что либо я продолжаю тренировать дальше костяк команды и соревноваться на высоком уровне, просто бороться за топовые места на турнирах, либо просто тренировать какую-то молодежку, ну, либо меня кикнут вообще нафиг. Либо менеджером будешь. Менеджером я не буду, нет. Поваром. Поваром тоже не буду, нет. Я либо буду заниматься дотой, так или иначе, как бы, ну, тренерской деятельностью, либо, соответственно, не буду. То есть меня не будет в киберспорте. Светлое. Ну, я не могу так говорить про будущее и так далее. Просто, ну, могу сказать, что в любой команде буду развиваться и так далее. И в Bad Boom мне нравится играть. Вот, и как бы всегда вижу светлое будущее. Ну, нет смысла там что-то плохие вещи какие-то думать.